Сафари-парк– это главный зоопарк Дубая, полностью заменивший 50-летний зверинец в районе Джумейра. При создании парка были использованы современные смарт-технологии, проявившие себя в эко-зоопарках Таиланда и Сингапура. Жителям Арабских Эмиратов всегда была присуща любовь к животным. Недаром символом страны являются верблюд, арабский скакун, сокол и редкий аравийский леопард. Фауна Аравийского полуострова не столь разнообразна, поэтому зоопарки здесь пользуются невероятной популярностью. Сафари-парк– это эко-дружественный парк, на территории которого собраны более 250 видов животных со всего мира. Комплекс разделен на тематические зоны. В арабской деревне, например, вы можете увидеть арабского волка, газелей, сернобыков, муфлонов и страусов. Африканское поселение посвящено млекопитающим жаркого континента. Здесь можно увидеть, начиная от крошечного меерката до гигантского слона. Также понаблюдать за приматами, лемурами, поумиляться при виде гиппопотамов и насладиться созерцанием антилоп и фламинго. А в азиатской деревушке вас ждут орангутаны, гиббоны и лунные медведи. Но, как обычно, давайте все по порядку на нашем личном опыте. Комплекс расположен на территории 119 гектар в районе Аль-Уарка, рядом с крупным торговым центром Dragon Mart. Строительство парка длилось около 4,5 лет, и стоимость проекта составила больше миллиарда дирхам. Сафари-парк состоит из нескольких искусственных климатических зон, в которых поддерживается комфортная температура и условия существования. Для создания прохлады в душном и пустынном климате была внедрена инновационная система кондиционирования горных пород, охлаждения резервуаров с водой и создания тумана. Примечательно, что охлаждающие устройства питаются от солнечных батарей, таким образом не создавая нагрузку на энергосети и экологию. Обычно мы бронируем входные билеты заранее, но в этот раз мы не планировали поездку, поэтому решили разбираться на месте. Итак, что же у нас по билетам и по входным пакетам? Есть 4 варианта входных пакетов. Итак, чем же они отличаются? Первый вариант – это так называемые входные билеты, где у вас включено посещение всех зон и всех шоу. Стоимость взрослого билета 50 дирхам, а детского от 3 до 12 лет 20. Второй пакет отличается тем, что у вас дополнительно включен еще паровозик, то есть от зоны до зоны вы перемещаетесь на таком поездочке. Третий пакет, на мой взгляд, самый логичный, в него еще включено 45-минутное сафари на автобусе. Четвертый пакет включает в себя как поезд, так и сафари. Таким образом, на мой взгляд, самыми логичными являются первый и третий пакет. Объясню почему. Забежав вперед, скажу вам, что третьего пакета не было в наличии, и мы были вынуждены взять первый. Так вот, внутри мы взяли себе дополнительно еще такси за 25 дирхам со всех. А во втором пакете, если вы посмотрите, вы переплачиваете 25 дирхам с человека за поезд. Так вот, расстояния между зонами не очень большие. Они занимают где-то 3 минут медленной ходьбы. Поэтому в нашем случае мы взяли такси, которое нас отвезло в самую дальнюю точку, и оттуда мы уже возвращались пешком. Это абсолютно было не тяжело. Весь комплекс разделен на 5 тематических зон. Это арабская, африканская, азиатская, сафари-вилледж и кидс-фарм. Вот именно Kids Farm находится прямо у входа, поэтому логично с этого места и начинать. Забегая вперед, скажу, что в этой зоне находится комната с попугаями, от которой остались в восторге как все взрослые, так и дети. Поэтому это место советую вам не пропускать. Кстати, кормить животных в зоопарке запрещено. Мы кормили только одного жирафа. Тетя, поняшечки? Поняшечки, видишь, их нельзя кормить, они все
походить можно, да, чтобы не проваливаться по песку. Я. Ты ему прям под пальчик. Пойдешь на пальчик ко мне? Пойдешь на пальчик? Bunlar kim? Bunlar kim ya? После детской фермы, как я вам уже и говорила, мы воспользовались такси, которое стоит по 10 дирхам за взрослого и 5 за ребенка. И поехали в самую дальнюю зону, это зона Африки, откуда уже логичнее возвращаться постепенно в сторону выхода. Пользоваться паровозиками, наверное, особенно для деток, это мило и забавно. Но, если честно, мы не любим ни под кого подстраиваться, а в этом случае вы вынуждены будете ждать определенное время. Поэтому в нашем случае такси это было идеально. На территории парка есть также несколько шоу, программ и представлений, начиная от кормления жирафов и заканчивая шоу хищных птиц. Они проводятся несколько раз в день, и расписание указано возле каждой локации. Львы, вон, видишь? Белые. В African Village можно понаблюдать за наиболее известными и маститыми обитателями Черного континента – львами, жирафами, гориллами и даже гигантскими африканскими слонами. Несмотря на разнообразие, все-таки нашими фаворитами остались маленькие гиппопотамчики, которые мило спали в аквариуме. Мимичность этого кадра просто зашкаливает. Привет! Привет! А вот так для сравнения выглядит взрослая особь. Видишь, он как ножки, как лицо. Что касаемо питания, цены здесь довольно демократичные. Гамбургер с картофелем, например, 20-30 дирхам, молочные коктейли по 20 дирхам. Вот только стаканчик мороженого за 35 дирхам нас немного расстроил. Тоже хотела. Еще одни фавориты зоопарка – это, конечно, волшебные жирафы. Ко времени шоу выстраивается очередь у терминала с овощами. Морковку можно приобрести за 10 дирхам, а листья салата за 5. И в дальнейшем вы можете насладиться общением с этими милыми животными. Пожалуй, это те редкие случаи, когда счастье можно купить за деньги. Ja, привет. А вот отсюда еще есть, вот с этой стороны.
В азиатской деревне можно полюбоваться такими удивительными прекрасными созданиями, как тигры, гиббоны, а также очаровательными гималайскими или же уссурийскими медведями с их неподражаемыми лунными воротниками, за которые они получили свое название Мунбея. Итак, резюме. Парк работает с 9 до 5. Это обязательное место посещения с детьми, где вы можете заразиться теплом и позитивом. Есть несколько мест, где вы можете покормить животных, а также несколько живых шоу. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Поддержите его, пожалуйста, лайком, комментарием. Переходите на канал, где много интересных видео о жизни за границей. И до встречи в новом ролике. Пока-пока!